10 жестоких моментов, которые вырезала цензура из аниме Bleach. Если я спрошу тебя, какое аниме самое жестокое среди большой тройки, ты, скорее всего, ответишь, что Bleach. Но не секрет, что это аниме серьезно зацензурено, как в плане крови, так и в плане эчейных моментов. Так давайте вспомним десятку сцен, которые были смягчены или же вырезаны из аниме. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. И сразу стоит сказать, что это не топ, поэтому порядок не важен. Но начнем мы с момента, который был раньше всего по хронологии. И это самый хайповый момент всей арки проникновения в сообщество душ. Айзен останавливает Банкай Ичиго одним пальцем. А вот что происходит потом, для меня, смотревшего Блич еще в одноголоске, не совсем было понятно. У Ичиго хлынула кровь, и я, памятуя инфе из боя с Зараки... Не может быть. Я со всей дури врезал по нему мечом. Почему на нем нет даже царапины? Почему моя рука истекает кровью? Решил, что Ичиго настолько слаб, что реакцию одного пальца Айзена дала обратку в Ичиго. И именно поэтому он настолько сильно ранен. Ставь лайк, если тоже так думал. Я был доволен такой демонстрацией силы и забил. Но потом прочитал мангу, и там уже стало ясно, что я ебас. Помимо пальца, Айзен еще и нанес удар по Ичиго своим Кьёкосугетсу, вырвав у рыжего из бока значительный кусок. В аниме удар сложно заметить, ведь он проходил внизу экрана и всего лишь долю секунды. Но вот в манге для закрепления эффекта на следующей странице мангака Тайта Куба еще и рисует Ичиго без половины бока. Именно это и зацензурили в аниме. Сам факт удара и практически смертельное ранение. В аниме нам просто показывают, что Ичиго сильно ранен, но не более. Никакого куска тела не вырвано и в помине. Эта сцена могла быть второй дырой в груди, но не сложилось. Кстати, о битве с Улькиорой. Многие со мной согласятся, что по постановке, динамике и накалу эмоций это если не топовый бой классического Блича, то точно на втором месте. И он в хламину зацензурен. Не удивляйтесь, ведь сразу 3 следующих момента будут относиться именно к нему. Точнее, к той части, когда Улькиора уже показал свой ресурекшн секунда этапа и продырявил Ичиго. У Орихиме паника, она спешно пытается вылечить Ичиго, а Исида пытается выиграть ей время. И в этой сцене у Исиды сильно повреждена рука, он не может стрелять и поэтому, очертя голову, бросается в рукопашную. Ну, как повреждена? В манге руки вообще не было. Сначала страница скомпонована так, чтобы скрыть рану, а затем Куба рисует фрейм на пол страницы, где видно, что стрелять Урю буквально нечем. В манге непонятно, что именно произошло и какой именно атакой Улькиора сделал Исиду одноруким бандитом. В аниме же для увеличения хронометража добавлена сцена, как Исида тщетно пытается поразить Улькиору, используя разные трюки, а потом летит лицом в бетон. После чего Улькиора берет Исиду за руку и... Вам не послышалось, это был звук хруста костей. Дальше вы все знаете. Пустой бесится, берет управление телом на себя и начинается демонстрация силы. А затем он отрубает руку Улькиоре на белом фоне. Фигня! Не отрубил, а силой вырвал. Это получается, его физическая сила превысила силу связей духовных частиц? Или как там по Блич-механике? Нам это не интересно. Важно то, что мы в аниме потеряли шикарнейшую страницу, где пустой пафосно стоит, размахивая ручкой. Чужой оторванной ручкой. Эпичная страница, хоть на рабочий стол ставь. Думаете, все закончилось? Не-а. Но это я буду считать уже следующим моментом. Улька регенерирует руку, объясняет, что он один такой уникальный Аранкар, и начинается драйвовая драка, где Улькиора очевидно уступает. Все красиво, зрелищно, есть сразу 2 запоминающихся ракурса, а потом пустой кидает в Улькиору камень. Да, большой, но... Я должен испугаться, что ты обрушишь на меня большой булыжник? Момент клевый, не спорю.
Но что же было в манге? А в манге всех этих кривляний не было. Пустой не откидывал Улькиору так, что его протаскивал еще 50 метров юзом. Пустой не возил его мордой по бетону точно так же, как тот проделывал с Ичиго, как бы в отместку. Ему вообще плевать на рыжего с высокой колокольни. Его цель — убивать, наслаждаясь страданиями врага. В манге он это и демонстрирует, делая Санида за спину Улькиоре и швыряя в него его же отрубленную руку. Да, это не настолько эпично, как летящий камень, но насколько же этот жест показывает настоящую натуру пустых, жестоких и бесчеловечных. Нормальные души пустыми так просто не становятся. Пустой внутри Ичиго по манге не играется с боеспособным противником, не швыряет его и не тупит. Оторвал руку, кинул ее в лицо, остановил Ланса дель Релампаго и сразу же нанес добивающий. А потом еще и добивающий Сэра в упор, а потом еще и добивающий мечом. Да, не так эффектно. Зато он выглядит не просто терминатором, а терминатором еще и без сердца. И после такой жестокости надо же посмотреть на что-то приятное, правда? В начале ролика я не зря сказал про цензуру эчийных моментов, поэтому давайте перейдем к 116 серии. Прямо перед первым появлением Гримджоу нам показывают, что все шинигами, отправленные в Каракуру, ищут себе ночлег. И так получилось, что Рангеку Мацумото навязалась к Орихиме. Дальше идет достаточно слезливая сцена, в которой Орихиме завидует Руки, и это все на фоне купающейся Рангеку. В аниме показано достаточно много, как для аниме, которое не считается эчийным. Но зато в манге, помимо всего прочего, была шикарная страница с Мацумото вид сзади, который почти даже не прикрыт паром, хотя я практически уверен, что его Куба добавил под давлением Шонен Джампа. Отмотаем историю назад, к битве Кенпачи против Наиторы. Вы же помните гениальное высказывание, что если держать меч двумя руками, удар становится сильнее? Один важный урок. Меч становится в 100 раз сильней, если держать его двумя руками. Кенпачи со всей силушки прикладывает Наитору. И что же мы видим? В аниме у Наиторы просто одежка порвалась. Ну подумаешь, один из сильнейших шинигами отоварил не кислым ударом. Фигня. Заживет. Ну ладно. На соседнем плане под Наиторой красуется непонятная лужа масляного цвета, типа кровь. А затем он бежит на Кенпачи, придерживая левую часть тела рукой. В манге же, понятное дело, такой грубой цензуры не было. И после удара Кенпачи на полстраницы красуется Наитора, располовиненный, как говорится, от плеча до задницы. Так еще и все 3 его левых руки отрублены. А держит свою левую часть тела Наитора потому, что иначе он развалится нафиг. Вот настолько сильно кендо старика Ямамото. И, кстати, этот и следующий момент выбрали голосованием. Подписчики моего Бусти, которые, к тому же, увидели это видео раньше. Поддержи канал подпиской по ссылке в описании или отсканировав QR-код. Отдельное спасибо Onyx Dragon'у и Night Kiwi. Отматываем историю еще назад, к бою Исиды, Ренджи и Заэляпара. У парочки друзей Ичиго хватает мозгов на командную работу, и Исида сжигает Заэля в Шпренгере. Точнее, пытается. Ведь Заэль уменьшает полученный урон, а затем и полностью отлечивается, превращая Фрасьона в фиолетовый шар и съедая его. И это цензура. В манге не было никаких фиолетовых шаров, а был самый настоящий пустоболизм. Заэль одним укусом отгрыз голову Фрасьону, а затем схавал половину тела, закусывая рукой, которую еще и потом стильно выплюнул. Понятное дело, такое не пропустил бы ни один телеканал. Так что в аниме этот момент пришлось зацензурить. И, судя по всему, оба Фрасьона, и Люмина, и Верона женского пола. Давайте дальше. Ну и чтобы далеко не ходить, давайте перейдем к логичному завершению этого боя, а именно приходу великолепного Куроцучи Майори и тому, что было после того, как малыш Ашицоги Джиза съел Заэляпара. Как вы помните, Заэль перерождается, вылезая в виде розоватого газа, внутри которого делятся клетки. Во время деления он, естественно, рассказывает, как работает его способность. Она позволяет мне регенерировать, используя жизненную силу противника.
Понятное дело, что настолько изящным образом зацензурили сцену родов из манги. Там на фрейме видно, что щупальце, как пуповина, присосалось к животу Нему. Да так, что он раздулся до размеров даже больше, чем у беременной. Никакой регенерации из аниме здесь нет и в помине. Изаэль прямо говорит, что его способность Габриэль позволяет ему зачать самого себя внутри врага, и он уже отложил эмбрион в Нему, а потом достаточно мерзко вылезает из ее рта. Не удивлюсь, если изначально он должен был вылезать более... естественным путем. Ну и стоит сказать, что в манге тело Нему буквально высушено до состояния старухи, в отличие от отцензуренной слегка посиневшей версии из аниме. А дальше у нас будет сцена прихода Гримджоу к Орихиме из 163 серии. И тут в аниме зацензурены повреждения, которые Ягуар нанес Менали Малии и Лоли Айвирне. По версии аниме, Секста Эспада зашел в комнату, почти стер своим сэра Менали, дал по лицу Лоли, а потом припугнул ее. Куда это ты собрался? Постой! Что ты задумал? Бум! Не подходи ко мне, нет! Соответственно, Орихиме позже в серии лечила ссадины на лице Лоли и собирала разрушенное тело Менали. Все даже слишком по-детски. А это вообще из какого-то диснеевского мультика. В манге же так легко девочки не отделались. Гримджоу аналогично снес Менали своим сэра, но потом подошел к Лоли и схватил ее за ногу, поставив сверху свою, а потом просто оторвал ей ногу выше середины бедра. Лоли заорала от боли и стала взывать к мощи Айзена, но Гримджоу успокоил ее ударом ноги. Так что да, в аниме из-за этой цензуры Гримджоу выглядит куда более няшным и милым по сравнению с мангой. Многие скажут, что две аранкарки поплатились за дело, но Гримджоу мог просто не проявлять излишнюю жестокость. В сцене же заживления ран Куба нам показывает и оторванную ногу, которую поднесла Орихиме, чтобы вылечить Лоли, и то, что Менали после выстрела сэра осталась без половины черепа и тела. Такие дела. Почему же я назвал эту сцену именно так? Дело в том, что в русском переводе манги закралась ошибка. И на самом деле в этих фреймах Айвирне говорит Гримджоу: «Остановись! И тогда в следующий раз мы с тобой сделаем это!» Это именно то, о чем вы подумали. В одном из ответов Тайта Куба на прямой вопрос об этой сцене сказал, цитата: «Я позволю тебе сделать это». Это фраза, которая звучит, когда ей что-то очень нужно, и это характеризует Лоли. Мой друг, известный художник манги, сказал мне, что ему нравится эта сцена, так что я думаю, что можно смело говорить об этом публично. А из-за того, что в аниме эта сцена изменена, и Гримджоу только пугает Лоли, ключевая фраза из манги не произносится. Кстати, вы знали, что согласно другому ответу Куба, у пустых могут быть дети? Я оставлю вас в размышлениях об их репродуктивном процессе. Однако вам интересна сцена, которая вынесена на обложку. Следующий момент цензуры, про который стоит рассказать, произошел в 225 серии. Тресбестиас жертвует свои руки, чтобы создать Айона, огромного гиганта. Тот тупит, но затем резко нападает на Рангику Мацумото. Та ничего не успела противопоставить внезапной атаке и... А что произошло? У Айона на пальцах много крови и все. Через несколько минут нам показывают рану, и она... Какой же это смех. Несколько полосочек, изображающих царапины и разорванная униформа. Все! Это все, какой урон нанес гигант Айон. Ну просто фейритейл какой-то. Да, в озвучке говорят, что из-за удара все повреждения в основном внутренние. Удар пришелся под ребра. Органы повреждены. И мы, конечно, верим. В манге же верить на слово не надо. Одного вида вырванного куска бока и торчащих кишок достаточно, чтобы понять, что Мацумото при смерти. Более того, Куба еще сильнее акцентирует внимание на травме на следующей странице, показывая, как Айон вертит в пальцах маленький кусочек женского мяса. И да, вся последующая мини-история вокруг лейтенантов, пришедших на помощь Мацумото и Хинамори в аниме, выглядит наигранной и неинтересной именно потому, что зрителю никак не показали серьезность травмы. И, наконец, последний. Что?
мне нельзя 11-й момент аниме-цензуры вставить в свой ролик? Можно? Ну вот то-то же. Этот момент происходит во время боя над Каракурой, когда вся эспада была побеждена, а Айзен и Гин остались против сборной Шинигами и Вайзардов. Айзен провоцирует Вайзардов, надсмехаясь над ними. Хиёри не выдерживает и летит на Айзена, но ее подбивает на подлете Гин. Дальше идет сцена, которая должна была пробить на слезу, но получается с трудом. А в конце Челкасты говорит, что только Орихиме может залечить такую рану. Точно! Орихиме! Орихиме может исцелить ее рану! Да! Какую рану, спросите вы? В манге безвыходное положение Хиори очевидно. Ведь после того, как рвануть к Айзену, она увидела свою улетающую в прекрасное далеко нижнюю половину тела. Няшечка Гин решил еще раз подмазаться к Айзену, распилив Хиёри пополам. Собственно, теперь вам ясно, почему ни Хачигину Шода, ни лейтенанты, владеющие Кайдо, не могут даже в теории залечить рану Хиёри, ведь на такое способна действительно только Орихиме. Однако, учитывая кучу времени, которое потратили на борьбу с Айзеном, вообще удивительно, что Хиёри дождалась Орихиме и выжила. Тем не менее, из-за цензуры вся сцена выглядит очень глупой. Ну так что, какой момент из оригинальной манги вас больше всего удивил? Как вы в принципе относитесь к цензуре в аниме? Обязательно делитесь своими мнениями в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Бусти. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.